Мадейра – это удивительный остров. Я очень рад, что подписался на эту авантюру. Спасибо моей дочери, которая меня убедила. Хотя я не очень и сопротивлялся. Это место идеально подходит как для любителей природы, спокойного отдыха и для тех, кто ищет приключений. Мадейра, ты крутая. Каких-то 1,5 часа лета, и мы снова в Лиссабоне. И мы снова продолжим путь к краю земли. Немного вымотанные, но счастливые, мы вернулись в Лиссабон. У нас не было планов оставаться здесь надолго. Планировалась только одна ночь. Поселившись в отеле и бросивши там вещи, мы пошли немного прогуляться по этому городу, для того, чтобы хоть как-то его увидеть. Город, конечно, очень интересный, с очень богатой историей. Он расположен на 7 холмах, и поэтому здесь много лифтов и фуникулеров. Вот это самый старый лифт. Он был построен в 1902 году. Круто. Порт Лиссабона существует с 13 века, и в то же время отсюда стартовала экспедиция Васко де Гама в Индию. Его именем был назван мост, который является самым длинным мостом в Европе. Его длина 17 километров. Наверное, это весело. Знать бы, что они поют. Этот город был полностью разрушен в результате землетрясения и вызванного им цунами в 1755 году. Восстановление его величия продолжается до сих пор. Вот такая маленькая прогулка по ночному Лиссабону. Прикольно. Ночью лучше. Пошли Куда? на метро. Посмотрим, как выглядит лиссабонское метро. Хотя мы и мало видели этот город, но маленькие выводы сделать можно. Лиссабон – это город истории и колорита. Это город толерантности. Город, в котором сочетаются богатство истории, культуры и современности. Это все, что пишут люди об этом городе. Какие бы еще могли быть сиденья? Конечно, пробковые. Но для того, чтобы его больше узнать, нужно приезжать сюда не на один день, а лучше какое-то время здесь пожить. А вот сейчас другая часть Лиссабона. Все за решетками. И мы идем к своему отелю. Хотя считается, да, что мы живем в самом центре. Мы дома. Теперь спать. Потому что завтра рано вставать. Грузимся и будем ехать дальше. Вчера мы поздно прилетели, поэтому уже так ничего не снимали, чуть-чуть пробежались по городу. В мотоцикле сейчас поспишь. В целом, все у нас очень-очень хорошо. Да, моя хорошая? Едем. Нам нужно выехать из города и двигаться в направлении долины Королей. Едем туда. Мы едем в Синтру. Это небольшой населенный пункт в пригороде Лиссабона. Всего 35 километров, и мы попадаем в удивительное место, известное как летняя резиденция королей.
И второе ее название – Долина королей и аристократов. Вау, красиво, очень красиво. Таких городков я проезжал достаточно много, пока шел по Франции и так далее. Но не такое. Это не Франция, это Португалия. Для многих Синтра – это знаменитый дворец Пена с его яркими красками и смешанной архитектурой. Но нас интересует более мистический и таинственный. Это замок Кинга де Регалейра с его колодцем посвящения. Но тупик тупиком, он может быть там тупиковый. Ого-го! Вы даже не представляете, друзья, какой тут уклон. Хорошо, что нет дождя, но Google Maps нас пытается вывести как-то. Блин, вот это круто! Теоретически машины тут ездят. Слушайте, ну мы реально едем, вот уже все, грунтовка пошла. Дорога к этому поместью добавляла интриги и мистики. Но несмотря на все, нам очень хотелось доехать к этому таинственному месту. Эта усадьба располагалась здесь с 17 века. Однако вся его мистичность стала проявляться после покупки имения неким Монтереем в 1892 году. Этот миллионер был членом закрытого общества со своими правилами, ритуалами и таинствами. Но он реально очень крутой. Другими словами, он был масон. Здесь произошло смешание архитектурных стилей. Окончательно все было построено в 1910 году. Люди, которые понимают в символах, утверждают, что во всех этих архитектурных элементах есть тайные знаки ордена бедных рыцарей Христа, ордена тамплиеров. Территория этого поместья 4 гектара. Вся она размечена необычными тропами. Они здесь не просто так. Все эти тропы сходятся в одном месте. Это путь в масонский орден, который ведет посвященного в подземный мир и обратно. Это не на винтовую, это непонятно куда. Спуск в колодец состоит из 9 пролетов, что символизирует 9 кругов ада, чистилища и рая, которые описал Данте в своей божественной комедии. После спуска на дно колодца по туннелю выходишь к небольшой речушке, пройдя которую официально становишься частью той или иной ложи. Вот такой вот он, этот колодец. Именно здесь и проходил обряд посвящения, но далеко не каждый желающий мог его пройти. Такой кайфовый парк, и это все рукотворное. Это очень необычное место. Все это часть культурного ландшафта Синтры и часть всемирного наследия.
Друзья, мы сейчас будем ехать полностью вдоль вот этого замка, вот этой всей территории, по загадочному лесу в тумане. И начинается дождь. Катя с боевым крещением первый раз едет под дождем. Блин, посмотрите, какой туман садится. Мы двигались к своей цели. Для этого выбрали дорогу Н-375, которую не очень было легко найти, так как она проходит по территории национального парка Синтра. Вот так вот самое интересно выезжать на мыс Рока. И это было правильное решение. Оно дало нам возможность объехать основную дорогу к нашей заветной цели. Вот где-то там, ну что-то мне океана не видно. Еще каких-то 20 минут, и мы на краю земли. Это крайние 10 километров к самой западной точке Европы. Сегодня мы достигли одну из ключевых точек нашего маршрута – знаменитого мыса Рока. Мы добрались до края земли. Именно так называли это место. Чудик, мы сюда доехали. Друзья, мы приехали на мыс Рока. И здесь играет украинская музыка. Вот так вот на мысе Рока. Героям слава! Слава Украина! Слава Украине! Это была радость и одновременная грусть. Пообщавшись, мы узнали, что эти люди давно живут в Португалии. Выходят сюда не для заработка, а для того, чтобы напомнить миру, что в Европе идет жестокая война. И Украина борется за мир в Европе, которая заканчивается именно здесь. Все, дальше Европы нет. Мыс Рока – это последний кусочек земли, который видели мореплаватели, отправляясь в долгое и, возможно, последнее плавание. Вот этот мыс, к которому шел такое большое время. 6500 километров, которые понадобились, чтобы сюда доехать. Я здесь. Я сюда доехал. Мыс Рока – это место, где кончается земля и начинается океан. Блин, как красиво. Друзья, наш путь лежит дальше. Мы не прощаемся, и мы не разворачиваемся, мы не едем домой. Мы едем дальше, вдоль всего побережья Португалии, на самый-самый север. Вот наша дорога лежит, получается, вдоль океана полностью, как раз вот такими вот селами, для того, чтобы можно было увидеть жизнь вот обычных португальцев. Помимо этого, нам также хотелось изредка, но подъезжать к берегу океана. Но иногда это было непросто. И для того, чтобы подъехать к определенному... Зашибись. Прямо нельзя. Сейчас сюда поедем. Нам иногда приходилось пробираться узкими улочками. Иногда выслушивая то, что о нас думают. Пробираясь между этими домами, только так ты можешь почувствовать жизнь, пусть и поверхностно. Двигаясь по старому руслу реки, можно добраться до пляжа Praia da Draga.
Сюда не ходит общественный транспорт. Можно добраться только на автомобиле. Летом очень сложно припарковаться. Но благо, у нас есть способ, которым мы можем увидеть этот пляж. Это красивый пляж, но все его достоинство можно увидеть только во время отлива. Об этом уникальном явлении мы с вами поговорим позже. Слушайте, так, конечно, немножко утомила поездка и Мадейра, все так быстро, все так джу-джу-джу-джу. Поэтому мы решили сегодня на 2 ночи останемся где-нибудь на пляже, отдохнем, переведем дыхание, и с новыми силами можно будет ехать в путь. Потому что, как-то тяжеловато стало. По Катюхе своей смотрю, она так немного такая уже, говорит, папа, я хочу выспаться. Ну, если хочет ребенок выспаться, то в принципе надо высыпаться. Несмотря на определенную усталость, мы продолжали наш путь. Мы хотели двигаться, избегая основные дороги, периодически заезжая в какие-то городки, расположенные на берегу океана. Старый океанский трамвай. Азиньяш-Думар – один из них. Это место славится своими мельницами. Отсюда и пошло его название. Переводится как «мельница у моря». Эти белые домики, построенные на скале и нависающие над океаном, единственные в своем роде. Природный бассейн у подножия скалы добавляет привлекательности этому месту. В этой местности очень много богатых домов. Стильно делают. И это не зря. Домики с плиткой, вот прямо плитка, это ж во все времена было такое, что богатое считалось. Такое панно, очень-очень. Классно. Прикольно. Прям замок у кого-то, вот. Именно здесь строили себе летние домики богатые семьи с Лиссабона. Ну вот так тоже интересно проехать вот именно вот этими вот чигирями, как я это обычно называю, для того, чтобы увидеть, насколько жизнь отличается. Но отличается. Видите, какие уже высокие заборы? Вообще ни хрена не видно. Вон там особняк стоит, один, второй. Наверное, очень-очень круто здесь жить, считается. Мы прекрасно знаем, что Португалия – это мекка серфингистов. Тут везде памятники, магазины серфингов. Двигаясь на север в сторону Назаре, нам не удавалось найти место для ночевки, так как цены были заоблачными. Единственное более-менее место мы нашли недалеко от полуострова Белиал, который является меккой для серфингистов. Именно здесь для серфингистов в этом городке очень много сделано мест, чтобы можно было кататься на серфах. Ну и, соответственно, вы видите, да, серф-шоп, все для серфинга. Дюны, конечно, очень большие, реально большие. Я так устал, блин, надо выспаться. Проснуться завтра без будильника. Завтра до 11:30. Супер. Можно выспаться. Так что вот так вот. Вот этот отельчик мы живем. Ну, отель такой интересный. Я так понимаю, что тут весело бывает. Ну и серфингисты тут все. Okay, let's do it. Вот это все мне очень-очень напоминает Оленевку. Это на Тарканкуте, там, где дайверы.
Ну, не стоит оно, конечно, таких денег. Но, слушайте, это курорт. Океан вот там за отелем. Ну, надо не забывать, сейчас июль месяц, большой сезон. И хорошая волна, как говорят серфингисты. Но я завтра в любом случае пойду на серфинге. Я никогда это не делал, я пойду.